Всем привет! Я хочу показать вам свое последнее устройство для огрузки поплавков, или так называемый суспендер, которым я пользуюсь уже с полгода. По сравнению с прежними версиями она проще и универсальнее. Устройство делаю из флакона для глазных капель или капель для носа. Пластик флакона мягкий, и это плюс, и пригодится для фиксации поплавков. Сначала обрезаю верхнюю часть флакона и для ровной обрезки временно наклеиваю изоленту. Потом для фиксации поплавков сбоку на флаконе делаю 2-3 прорези. Чтобы прорези получились одинаковые, тоже временно наклеиваю кусочек изоленты. Прорези получились длиной около 16 мм. В эти прорези легко фиксируются поплавки с разной толщиной киля, благодаря мягкому пластику флакона. В воде этот пластик имеет запас плавучести, что для меня очень удобно. Достаточно будет только огрузить устройство. Первый мой способ погрузки устройства необычен. Я огружаю устройство с помощью огруженного поплавка. А именно, я беру поплавок с очень чувствительной цельной антенной, огружаю его на этом чувствительном участке, запоминаю приметное место огрузки на антенне. Потом я присоединяю к этому огруженному поплавку настраиваемое устройство и огрузкой его добиваюсь, чтобы поплавок опять огрузился в прежнее место. То есть при этом устройство как бы вообще не влияет на прежнюю огрузку поплавка из-за полученной его нейтральной плавучести. Изначально устройство не огружено и обладает запасом плавучести, и поэтому поднимает поплавок выше отмеченной ранее грузки. Далее я добавляю груз, чтобы устройство стало чуть тонуть. И потом, постепенно откусывая груз, уменьшаю его и добиваюсь установки поплавка в отмеченное место огрузки. Настройка закончена. Поплавок и поплавок с устройством огружены в одной точке. То есть устройство вообще не влияет на огрузку и находится в нейтральной плавучести. А теперь я переношу груз на постоянку в дно устройства. В этом первом способе огрузки я обязательно использую поплавок с цельной неполой антенной, которая сама по себе не имеет запаса плавучести, и не использую поплавки с полой вершинкой или антеннами из бальзы, у которых есть собственный запас плавучести. Теперь этот способ огрузки в реальности. Чисто для наглядности я одинаково одним грузом огрузил 2 одинаковых поплавка, чтобы наглядно было видно место огрузки. Теперь к одному поплавку я присоединяю неогруженное устройство. Устройство пока обладает запасом плавучести и поэтому поднимает поплавок выше прежней огрузки. Добавляю груз, чтобы устройство стало чуть тонуть, то есть чтобы получилась отрицательная плавучесть поплавка с устройством. Потом, постепенно откусывая груз, уменьшаю его и добиваюсь установки поплавка в отмеченное место огрузки. Еще нужно уменьшить груз. Настройка закончена. Поплавок и поплавок с устройством огружены в одной точке. Теперь переношу груз на постоянку в дно устройства. Для этого сначала плоскогубцами придаю грузу форму цилиндра. Замеряю диаметр, он получился 2,5 мм. Просверливаю отверстие в дне устройства, около стороны крепления поплавков. Вставляю груз в отверстие и расклепываю.
Все, устройство готово. Контрольная проверка. Теперь поплавок и поплавок с устройством огружены в одной точке, то есть устройство вообще не влияет на огрузку и находится в нейтральной плавучести. Теперь второй стандартный метод огрузки. Изначально устройство не огружено и обладает запасом плавучести, и поэтому всплывает. Далее я добавляю груз, чтобы устройство стало тонуть, то есть чтобы получилась отрицательная плавучесть устройства. И потом постепенно откусываю груз и поднимаю устройство пинцетом вверх и отпускаю его, добиваясь, чтобы устройство стало как бы зависать в толще воды. И далее заклепываю груз в дне устройства. Вот устройство готово. Оно зависает в толще воды, и потом оно может очень медленно двигаться, чаще вниз. Пробую огрузить поплавок. Возьму поплавок с толстым килем. Одеваю на него устройство. Кидаю груз. Мало. Хочу огрузить поплавок по красный участок. Добавляю еще груз. Огружено нормально, так и хотел. Теперь достаю с устройства два груза и переношу их на леску. Отлично, поплавок огружен. Ну заодно в заключение хотелось бы сказать, что на мое прежнее видео по этой же теме были комментарии, что можно применять как суспендер пластиковые стаканы, пластиковые пробки, колпачки от авторучки и совсем их не огружать и ничего с ними не делать. И будет точная огрузка. Пока у меня все под рукой, то захотелось показать, что это совсем не так. Точной огрузки не получится. Беру уже огруженный чуткий поплавок, запоминаю место огрузки. В данном случае это низ зеленого участка. Сейчас попробую дно пластиковой бутылки. Оно тонет, то есть обладает отрицательной плавучестью. Также тонет отрезанный кусочек пластикового стакана или контейнера. То есть, если их просто использовать, не меняя их плавучесть, то они прилично притопляют уже ранее огруженный поплавок и вносят свой лишний вес в огрузку. А если использовать в качестве суспендера крышки от бутылок или колпачки от авторучки из мягкого пластика, то они наоборот обладают запасом плавучести и приподнимают огруженный поплавок, и тоже результат будет неточен. Для примера, плафон от капель, который я использовал, тоже обладал запасом плавучести и приподнимал данный огруженный поплавок на 3,5 см и грузом около 0,15-0,17 грамма я сделал этот суспендер нейтральным. Всем пока, удачи, может кому пригодится.